Много лет назад молодая девушка из Шотландии, по имени Анна Дороти Шварц, приехала в Соединенные Штаты, чтобы найти там свое счастье. Она устроилась работать горничной в большом каменном доме недалеко от города Кэтскилл, в штате Нью-Йорк. Мужчина, которому принадлежал дом, был Уильям Солсбери, довольно скандальная личность со скверным характером. Он заплатил за ее билет для перелета в Америку, и когда девушка начала на него работать, она сразу поняла, что это была за личность. Он обращался с ней как с рабыней и сказал, что не отпустит ее, пока она не отработает стоимость билета. Она оказалась в ловушке. Солсбери был мерзким и жестоким человеком, который получал удовольствие от страданий других людей. Он часто выходил из себя по любому и самому ничтожному поводу и избивал Анну. Однажды он поймал ее возле двери в свою комнату и обвинил ее в том, что она подслушивает его разговоры с женой. Несмотря на протесты девушки, он выволок ее на улицу и избивал там, пока ее тело не покрылось синяками и ссадинами. Солсбери был так жесток к Анне, что однажды она не выдержала и решилась на побег. Когда Солсбери узнал, что она убежала, его гнев не знал границ. Изрыгая проклятие, он вскочил на коня и погнал его во весь опор. Разъяренный мужчина упорно искал бедную Анну. Он рыскал по лесу, пока наконец не увидел, как она отчаянно убегает от него. Когда Солсбери поймал ее, он связал ей руки и привязал к хвосту коня. Потом он всю дорогу назад к дому протащил ее за собой. Когда он добрался до дома, девушка уже была мертва. Ее хрупкое тело не выдержало удара о камни, которыми была усыпана проселочная дорога. Девушка представляла собой кровавое месиво. Солсбери был арестован и осужден за убийство. В суде он заявил, что он совсем не хотел навредить девушке, и сказал, что он всего лишь пытался преподать ей урок. Согласно его истории, его лошадь испугалась и сбросила его. Затем лошадь понесла и потащила за собой девушку. Он попытался представить этот случай, как трагическую случайность. В конце концов, присяжные заседатели не поверили ему, и Солсбери был приговорен к смертной казни. Он был приговорен к повешению. Однако Солсбери был богатым человеком, а за деньги можно купить многое. В данном случае он использовал свои деньги, чтобы подкупить судью. Его приговор был отсрочен до исполнения Солсбери 99 лет. В то же время, ему было приказано носить на шее петлю палача, чтобы никто не забывал о совершенном им преступлении. Ему было велено раз в год являться к судье Кэтскилла, чтобы судья мог убедиться, что Солсбери не уклоняется от ношения петли. После суда он стал другим человеком. Куда бы он ни пошел, люди видели на нем петлю палача и указывали на него пальцем, понимая, что он убийца. Он не смог избежать позора. Солсбери стал изгоем, и никто в городе не хотел с ним общаться. Вскоре поползли слухи, что призрак девушки видели недалеко от дома Солсбери. Иногда ее видели, сидящей на каменной стене в нижней части сада Солсбери. Адские языки пламени исходили из кончиков ее пальцев, и жуткий смех слетал с ее губ. В других случаях, видели ее призрак, привязанный к призрачной лошади, которая каждую ночь проносилась под окнами дома Солсбери. Те, кто видел ее, описывали призрака как кровавый скелет в рваной одежде и развивающимися на ветру волосами. Стук копыт о камни и испуганные крики девушки повторялись у дома Солсбери каждую ночь. Люди обходили дом Солсбери за милю, не желая услышать ужасные крики умершей девушки. Прошли годы, Солсбери стал отшельником, он никогда ни с кем не общался и проводил время в одиночестве, в своем доме. Говорят, что призрак убитой девушки мучил его каждую ночь, в конце концов, сведя его с ума. Однажды его тело обнаружили свисающим с потолка своего дома. Совершил ли самоубийство из-за угрызений совести, или это призрак заставил его повеситься, никто не знает. Какими бы ни были причины, он лишил себя жизни той самой петлей, которую должен был носить на шее до конца жизни.